Я приветствую вас, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Стрелец на канале Астро Инспирационе. Таро прогноз «Все не так, как кажется» или казалось чуть раньше. 3 поворота судьбы до конца августа, то есть это то, что произойдет в ближайшее время, события ближайших дней и как 3 знака судьбы. Что вам важно знать, что вам важно услышать. Август, как мы много раз с вами говорили, это, пожалуй, один из самых важных месяцев года. Именно за счет планетарных транзитов. Но надо сказать, словно в нас самих что-то меняется. И это будет связано именно с тем, особенно для вас, потому что вы, как и знак зодиака Лев, а там у нас много событий происходит именно в августе, принадлежите к знакам зодиака стихии огня. Так вот, у нас помимо того, чтобы нас ожидает открытие, как солнечным затмением коридора затмений. И это все происходит в знаке Лев. Так у нас еще и стелиум. Стелиум – это скопление планет. Поэтому у нас тут такие 3 важные планеты. И опять же, внимание, Юпитер, ваша планета-управитель. Часто мы говорим планета большого счастья. Солнце окажется в знаке зодиака Лев. И это символ ясности и вообще каких-то новых смыслов. Ну и Меркурий у нас тоже окажется в знаке зодиака Лев, а это планета коммуникации, адаптации и, конечно, умение быстро перестроиться. И как будто сталкиваются, да, или соединяются в какой-то пункт, в моменте, может быть, X, именно в августе личная воля, личные амбиции и те глубинные трансформации, которые происходят как и в жизни людей, так и в обстоятельствах. Или через обстоятельства к нам приходят. Итак, 3 знака судьбы. На чем акцентирует внимание карта Ленорман? Какая сфера жизни будет у вас более подвержена, может быть, этим переменам? Или где произойдут поворотные моменты? Итак, 3 карты. Давайте будем узнавать, какой же первый знак, чего это может касаться, и вот откуда к вам приходят перемены. Личная жизнь, вопросы дома, взаимоотношения, может быть, какая-то прежняя история взаимоотношений. Вообще очень добрая карта. Аист – это, конечно, птица перелетная, поэтому для кого-то из вас будут такие вопросы, которые именно связаны с перемещением. Но перемещение тогда это не для кого-то, а это для самих себя. Мы можем, например, задуматься, если прежде таких мыслей не было, а почему бы мне не переехать? А почему бы мне не попробовать именно себя лично в каком-то новом деле? И, возможно, это будет связано тоже с переездом. Я не исключаю, если мы говорим поиск новых смыслов. Вот здесь Юпитер, ведь он все преувеличивает, да, и даже в хорошем смысле. К примеру, была прежде какая-то мечта, но она как идея, да, ну где-то там зрела в зародыше, скажем так. И здесь это может приобретать какой-то более верховенственный смысл или более глобальный смысл для вас. Ну вот именно когда мы себе говорим, а почему бы и нет. Хотя для кого-то это уже со сложившимися отношениями какая-то история, когда вам нужно с кем-то встретиться. Или вам нужно переместиться в какую-то местность, чтобы что-то увидеть своими глазами. Для кого-то из вас напрямую станут, все-таки у нас тут гнездо, поэтому именно вопросы вашего места пребывания, вашего места жительства, как раскрытие собственных талантов в каком-то месте. Но, безусловно, все же 2 аистов, и поэтому это может для вас означать какая-то важная встреча. Я не исключаю, и такое тоже может быть планетарно, как новое знакомство для тех, кто один или одна, причем которое может, к примеру, состояться в какой-то поездке или когда вы будете решать свои вопросы, свои вот именно дела. Может быть, это произойдет в одной из организаций, или это на работе, или когда вы, знакомство, как человек приходит, когда ваше сознание где-то заполнено совершенно другими направлениями. Может нам судьба подарить вот такую важную встречу. Давайте будем раскрывать. Я же должна сказать, что здесь могут оказаться именно судьбоносными какие-то контакты, потому что 17, если мы берем нумерологию, да, 17 именно номер этой карты. И сложим вместе, получим 8. А 8 это у нас как лемниската перевернутая, то есть что-то будет продолжаться на последующий период. И вот давайте мы узнаем, кто участвует в этом. Парная карта.
По рыцарю Пентаклей, ну, понятно, это ваш какой-то план, как я уже говорила, который может быть связан с деньгами, продвижением, работой или откуда к вам приходят деньги. Но точно так же это какая-то очень важная встреча. Все-таки встреча, она присутствует. Конечно, мы все разные, а расклад у нас с вами общий. Но по аркану сила, мои дорогие мужчины, это может проходить какая-то важная женщина, которой вы испытываете страстное влечение. Иногда это тот человек, который, ну, где-то отличается от вас способом мыслей, принимать решения. Это очень многогранная личность, когда вы можете чувствовать, мне с ней сложновато, это все к мужчинам относится, но она словно завораживает вас своей харизмой, мои дорогие. Вот такое может быть, или такая встреча может произойти. И значит, словно судьба подталкивает встретиться снова или поподробнее, поближе, может быть, узнать, да, чем как дышит, каковы ее интересы, потому что это, правда, тот человек, который, мы понимаем, ну, как что-то произошло не случайно. Или мне словно судьба послала этого человека тоже не случайно. Мои дорогие девочки, это ваша сила. Все же аркан сила, сама по себе карта, говорит о женской силе. Но давайте уже теперь для всех, ведь это в целом карта, которая обрисовывает какую-то ситуацию в вашей жизни, когда именно партнерство или вопросы дома будут у вас решаться как-то и грамотно. И, может быть, ну, знаете, есть просчет все-таки, я имею в виду расчет более такой скрупулезный или более земной. Все-таки пентаклевая карта – это земная энергия. Когда вы не просто что-то делаете на эмоциях, а когда вы видите в этом надобность, какой-то смысл. И для девочек это вы будете сейчас словно блистать, мои дорогие. И вам легче будет договариваться, кстати, с лицами противоположного пола, с мужчинами, даже в каких-то очень сложных вопросах, потому что вот это, ну, знаете, ваша харизма. Видимо, люди с вами сталкиваясь, а вы солнечные люди все абсолютно, вы можете, ну, как притягивать к себе внимание и со стороны собеседника, ну, как вот это желание усиливать, вас слушать или с вами иметь дело в целом. Давайте подытожим, кто участвует в этом. Ну, есть та персона, которую вам дарит судьба. Или то, что мы называем неслучайной встречи. Правда, тут какая-то встреча, которая может произойти. И это будет опять же связано с расстоянием, переездом, перемещением. Или аркан звезда, один из важных арканов, который показывает нам какое-то продолжение. Все-таки нам говорят о том, что даже отношения, которые либо проясняются, либо зарождаются, они действительно будут иметь последующее продолжение, может быть, лет на 10, а то и 20. Для кого-то из вас судьбоносная встреча. Может быть, это не просто вот я слова какие-то говорю. Ведь, с одной стороны, карта звезда – выбор правильного направления. Причем то направление, которое мы выбираем не на короткий период, а именно на далекую дистанцию нашей жизни. Но для кого-то это может быть совпадение еще и с тем, как звезда, пространство, эфир, интернет, может быть, какая-то ваша задумка. Знаете, тут соединяться могут все же старшие арканы, причем два таких, как и прогрессивных, я бы сказала, потому что имеется продолжение, стало быть, есть ради чего стараться, будем говорить, но тут и самовыражение. Ведь по аркану звезда здесь не просто мы сами, да, как в центре внимания находимся, блистаем действительно, как звезда, притягиваем, как вот притяжение вот это, да, может быть, притяжение, которое словно где-то царит в ауре вокруг вас, мои дорогие. И вот такие добрые энергии для вас складывают какую-то красивую палитру на долгий период. Но мы-то еще где-то сами, вот посмотрите, первая карта все-таки у нас продуманный рыцарь Пентаклей. Поэтому вы в этом видите, ну вот именно какой-то смысл, что-то продолжать, что-то осуществлять. И пусть, мои дорогие, никто не видит этих смыслов, а именно видит стрелец. Стало быть, вот для вас не мнение окружающих важно, а именно ваш
ваша задумка или то, что вы хотите осуществить, но это нужно, может быть, на эти земные энергии переложить, но точно, мои дорогие, не отказаться. Вот тут есть такой момент, когда тысячи дорог могут сойтись в одной точке. А вот почему, наверное, смотрите, два рыцаря, почему мы говорим более земная энергия? Потому что это, как возможность, к вам приходит каким-то неожиданным путем. Здесь буквально, может быть, состоится какая-то встреча, даже которая, я такое допускаю, для некоторых из вас начнется с какого-то известия, которое вам может, к примеру, не понравиться. Или это по рыцарю мечей буквально человек, который врывается без приглашения в нашу жизнь. Здесь может состояться даже такое знакомство, когда начинается со спора. Когда, харизма присутствует в другом человеке, да, но вы именно не согласны. Вот момент, когда вас что-то цепляет, происходит именно с какого-то пункта, когда у вас есть чувство противоречия. Но, может быть, переложив это противоречие на здравый смысл, вы будете или найдете, все же это карта, по которой мы ищем правду и истину, и мы таки ее находим. Поэтому вот такие непростые энергии логики, потому что логика присутствует. И, кстати, это очень стремительный рыцарь. Стрельцы могут что-то обдумывать, может быть, и просчитывать что-то на бумаге, а потом на что-то решиться. Будьте к этому готовы. Это если мы спрашивали, кто участвует в этом. Явно есть какая-то персона. Что хотят вам передать высшие силы? Да, вы окажетесь как в центре внимания, и это будет ситуация, когда вам, может быть, и ничего не нужно, нет людей, или когда ваш интерес, он такой какой-то косвенный. Но вот именно ситуация будет состоять в том, что от вас что-то будет нужно. И вам захочется от этого дистанцироваться. Здесь будет очень большой поток информации, приготовьтесь к этому. Тут действительно вам приходит какая-то новость, или это пусть известие в средствах массовой информации, или как вы сами работаете, может быть, с большим объемом информации, с большим количеством людей. Некогда будет вам скучать во второй половине августа, и профильтровать вот эту информацию будет совершенно необходимо, потому что как среди вот разрозненных каких-то мыслей, сведений, да, потока вот этого информационного, тут будет рациональное зерно, над которым вы задумаетесь. Много людей, много путаницы, будьте к этому готовы. Но, видимо, об этом вас хотят предупредить высшие силы. Но даже вот среди этой путаницы и кутерьмы, мои дорогие, какой-то сумятицы, будет все равно вот что-то очень важное, как мы говорим, рациональное зерно, которое вам придется вычленить. Как это все может обернуться для вас? А будет какой-то момент, когда вы себе скажете «пора». Здесь будет, может быть, еще и по рыцарю жезлов. Смотрите, у вас 3 рыцаря. Всех рыцарей собрали. И, безусловно, рыцарь – это движение. Здесь может быть как и много каких-то, может быть, мелких переездов. Или сам период второй половины августа. Мы такое ожидаем. Более какой-то активный. Но здесь может быть конкретная персона, которая где-то, действует на эмоциях, или вас своей спонтанностью к себе тоже как притягивает ваше внимание. Может быть, это как, опять же, услышанная новость, когда вы понимаете, что нужно действовать. А ведь и правда, все то, что я долго говорила, посмотрите, как это все может обернуться для вас. В конечном итоге у нас выпадает аркан Колесница. Колесница – это карта победы, это карта успеха, но это карта перемен. Вот буквально хочется сказать, врываются перемены. Может быть, это начинается с появления человека, с появления новости, с появления одновременно такого гонца, да, 3 рыцаря, который вам приносит какую-то весть. И вы можете, как я говорила поначалу, недоумевать, что-то я услышала или услышала такое, которое, как ни в какие ворота не лезет. Да, я надеюсь, вы понимаете мой сленг. А тем не менее, вас что-то заставит задуматься. Причем не прогнать вот эту мысль, а проанализировать. И вот если вы проанализируете, вы найдете для себя какой-то очень важный компонент, знаете, как той сборки, для чего вам это нужно. Какой-то его величество случай, который каждому может приходить как-то по-своему.
Может быть, это ваш собственный инсайт. Такое тоже в нашей жизни бывает, когда мы банально, да, ну, к примеру, оказываемся в определенном месте, и, может быть, мы прежде туда не собирались, и мы ничего подобного не планировали. Мы случайно можем слышать разговоры, кстати, двух людей. В моей жизни однажды так было. Когда, ну, я, конечно, не пример, да, но тем не менее, я просто вас немножко хочу настроить на более серьезный лад, что так бывает. Я оказалась, совершенно никуда не собиралась, но так в моей жизни получилось. Изначально это было желание просто прогуляться, потом, дойдя до остановки, это желание, почему-то лень у меня появилась, я решила проехать на автобусе, это было несколько десятилетий тому назад, но вот этот случай мне остался, как у меня остался в памяти. Я решила, что да, зачем я пойду пешком, дай-ка я проеду на пару остановок на автобусе. Прогулку решила изменить. И вот представьте, вот даже такие моменты в нашей судьбе бывают действительно судьбоносны. Слушайте свою интуицию. Я зашла в автобус, и совершенно случайно я услышала разговор двух дам, которые очень эмоционально обсуждали именно ту тему, по которой у меня болела душа. И представьте, я узнала ту тайну, которая была скрыта. Меня должны были именно об этом действии уведомить, по закону, кстати. Но этого не произошло. И если бы в тот момент X я не оказалась совершенно случайно в этом автобусе, вот представьте, насколько элемент неожиданности, а у вас здесь не что-нибудь, а рыцарь жезлов. Тут вот именно что-то подобное мы можем ожидать. А перед этим еще два рыцаря. Ну вот это кардинально изменило решение вопроса по части жилья. Вот, к примеру. Поэтому будьте готовы, знаете, как принимать от Вселенной вот такие подсказки. Потому что у вас как будет еще и выбор. То есть по этой карте мы как будто достигаем этого плата, но на этом все не заканчивается. На этом происходит самый главный какой-то выбор. Туда или сюда. У кого-то будет банально. Иногда по этой карте проходят люди, которые рождены под знаком зодиака Рак. Или имеют там асцендент, а может быть и по Луне, мои дорогие. Но вот переложите такую очень важную подсказку поворотного момента, который вас ведет к успеху или к решению какого-то вопроса. Может быть, это будет и связано либо с личной историей, ну или с вашей личностью. Второй знак судьбы, с чем это связано? Вот продолжает все-таки палитру всего сказанного мною ранее карта Парк. Парк – это где встречаются люди, там, где они что-то обсуждают, там, где, в принципе, происходят контакты. И самое главное – это разные люди. Это могут быть люди, которые говорят на разных языках. Это много контактов, может быть, парк для кого-то как просто много разных встреч. Или вторая половина августа принесет вам, ну, именно такой период жизни, когда всего будет много и людей, и информации, и перемещений, и ваших планов, да, может быть, новых каких-то планов. По аркану Парк нам, конечно, приятно именно общаться, нам где-то приятно и мечтать, потому что мы видим то, что в нашей жизни что-то может не просто меняться, а именно улучшаться. Нас вдохновляют люди, безусловно. Парк – это то место, где мы себя чувствуем комфортно. Ну, давайте узнаем, кто участвует в этом. Может быть, опять же, есть какие-то очень важные персоны. Вы здесь слышите информацию, которая вас буквально трансформирует. Мои дорогие, здесь вы можете две информации услышать. Вот, видимо, информационный поток будет каким-то образом определять вашу судьбу. Старший аркан. По аркану именно башня. Это, знаете, все-таки, если мы так немножко к прооснове вернемся, откуда взялась эта карта, то первая карта Таро это была как сигнификация старой тюрьмы. То есть башня это как древняя тюрьма, которая дала трещину, но еще пока стоит. И от удара молнии она разваливается. То есть мы какое-то время находились в стесненных условиях, и мы к этому привыкли. Нам казалось, ну, все нормально. Мы можем подержаться за стены. Вот я часто такую аналогию провожу, да.
То есть адаптировались мы уже к какому-то прежнему, может быть, сценарию, к какому-то прежнему сюжету или прежним условиям. Да, но мы где-то привыкли и уже не замечаем, что это не просто башня, а это именно нас что-то ограничивает. И от удара молнии мы словно понимаем, что эти стены, они рушатся. И если вчера мы могли еще подержаться, нам кажется состояние невесомости, потому что стен-то уже, по сути дела, нет. И есть другая колода, пусть не в этой, есть такая колода ангелов, иногда я делаю на ней расклады, там буквально ангел берет за руку и выводит человека из той башни, которая через несколько мгновений будет разрушена, мои дорогие стрельцы. Вот будьте внимательны, опять как и к контактам, так и к информации. Видимо, вторая половина августа для вас – это вот такая подсказка судьбы, и в этом будут заключены многие поворотные моменты, с которыми вам придется не просто столкнуться, а как-то очень правильно провзаимодействовать. Для вас судьба пути дорожки будет открывать именно через людей и через информационный поток. И по аркану башня мы как бы должны запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда. Есть такое значение, когда мы выздоравливаем, опять же, от того сложного периода, когда мы были в каких-то стесненных обстоятельствах, да, мы к ним привыкли, адаптировались, но вот этот момент перезагрузки, когда что-то начинает меняться, и туз жезлов – это всегда возможность, но и с другой стороны, это какой-то пункт, который одновременно и точка нового отчета, но и точка невозврата. Я часто говорю, та возможность, которая делит нашу жизнь на период до и после, так как тоже участвует. А ведь и правда, здесь какая-то история личной жизни. По королеве кубков это проходят иногда люди, у кого-то связано будет именно с семьей. Может быть, правда, есть такие, которые рождены под знаком зодиака, стихии воды, рыба, рак, скорпион или имеют там асцендент. Здесь может быть связано, я не исключаю, с какими-то далекими родственниками, важными встречами. Или когда вы получаете, может быть, от родственников, да, откуда-то даже издалека, такое тоже может быть, получаете или встречаетесь с кем-то, и к вам приходит информация, или вам самим, может быть, именно нужен этот контакт, как его возобновить, потому что в этом вы видите смысл. Опять же, нам говорят о том, что участвуют люди и та информация, которая к вам приходит через людей. Так, а что хотят вам передать высшие силы? Что за знак судьбы? У вас заканчивается какой-то лабиринт. Но опять же, туз мечей – это не такая мягкая карта, а это больше все-таки меч, да? Это может быть колючая информация, точно, как будто я еду. Вы понимаете, или если не еду, так будем говорить в целом, наступает момент, когда мы понимаем, надо идти вперед. Вот прежде мы на что-то не решились, а здесь мы сейчас себе говорим «пора». Или какая-то ситуация сложная, по которой мы ищем выход, и мы его находим. Значит, здесь может быть такая конфигурация, когда вы слышите новость, а вам потом придется ее на какие-то более достоверные рельсы переложить. Но я так условно говорю. Я имею в виду, что придется обратиться к юристу, обратиться к адвокату, понимать, как работает в отношении вас закон, как распытать какое-то свое решение, довести его до ума. Но ведь и правда, если аркан башня, мы говорили, какой-то период ограничений, тюрьма рушится, а по тузу мечей тут действительно этот лабиринт или, как знаете, какая-то липкая паутина, которая вас сковывала, может быть, и невидимая, но вот все время не было возможностей. Все время приходилось, может быть, вы и делали шаг вперед, а потом приходилось и назад пару шагов сделать. Вот этот период у вас заканчивается. Что это значит для вас? Давайте узнаем. Это может быть важный человек, я только что сказала, юристы, адвокаты. Иногда по этой карте проходят люди в погонах. Вообще проходят люди, которые работают по приказу. И приказы разные. У кого-то, да, нам ни одна карта не говорит, что вы болеете, но иногда проходят врачи. Или люди узких специальностей. Вот здесь у каждого как-то будет по-своему. Может быть, вы будете искать вот сами какого-то специалиста, да, и общаясь, да, с разными людьми,
обдумывать свою ситуацию и искать способы решения вопроса или какой-то вашей проблемы, мои дорогие. Но эта карта эксперта может говорить еще и о ваших энергиях, вот таких достаточно холодно-рациональных, что это может быть для вас, что эмоций может быть и много. Возможно, много именно вторая половина августа принесет вам и общение, и дорог, но вам, снова повторюсь, это нужно будет как-то выложить в какой-то тезис-план для себя. Давайте мы узнаем, а к чему это для вас все идет. Так и хочется сказать, какой-то лихо закручивается сюжет. Именно, повторюсь, сюжет, который лихо закручивается. И это не есть, как знаете, пришла информация, все стало по местам. Нет, мои дорогие, здесь, стрельцы, будет так. Одна новость пришла, следом еще одна, потом еще одна. Тут какая-то есть ступенчатость, так карты нам показывают. Да, вот начало, оно как побудительный момент. Может быть, и происходит, когда вы что-то слышите. Возможно, потом ваши действия, какая-то ваша активность. И следом, как будто шаг за шагом, вы будете что-то разузнавать. Вы как какой-то клубок распутываете. И постепенно доходите до того, вот именно конечного пункта. Может быть, это не совсем, даже до конца августа, а нам как будто говорят, что это только начинаться может во вторую половину августа, а потом в последующем, у вас эта история явно продолжится. Причем восьмерка жезлов – это карта доброй трансформации, по сути дела, так я ее называю, и карта башни, ведь это тоже трансформация. Здесь вы можете переосмыслять, вот правда у кого-то опять же будут либо поездки, либо какие-то важные встречи. Когда мы сами задумываемся о том, что наступает время, нам как поменять не просто место, как нашей дислокации, скажем так, а поменять еще и окружение, мои дорогие. Вот здесь поэтому и карты говорят, если мы о двух картах трансформации, что тут происходит через внешние события, трансформационные процессы вас самих. Но следом они еще и повлекут именно трансформацию, переоценку вашего окружения. Вот все то, что я сказала, какая-то дорога вам предстоит, или ситуации, которые будут связаны, может быть, с дорогой, у кого-то будет это связана работа, может быть, с командировками, или которая потребует от вас, может быть, нового графика, нового маршрута, мои дорогие. По шестерке мечей это карта заслуженного успеха. Но это тот успех, который не завтра. Это не совсем который про август, а это на последующий период. И это карта мужества. Вам на что-то решиться придется. Будьте к этому готовы. Потому что именно мужество сделает первый шаг. А впереди вас как будто ждут очень добрые перемены. И я должна сказать, Юпитер в знаке Лев для нас открывает, пусть этот период ровно год, да, так условно мы скажем, до середины 2027 года. Но это нечто большее, вот именно 12 лет. Мы как будто пройдем за этот год все те события, или это пусть будут только предвестники, подсказки нашей собственной судьбы, чем мы будем заниматься на последующий долгий период. А у вас выпала карта звезда. Но из этого года наиболее активный или более знаковый период именно 6 месяцев, мои дорогие. Вот до конца 2026 года вам сама судьба как демонстрирует или подсказывает, с чем ты, стрелец, столкнешься потом. И это будет требовать от вас правильных решений, правильной организации вашей собственной жизни и, может быть, где-то мужество сделать первый шаг. Вот такая важная подсказка. Третий поворотный момент или знак судьбы
Вот не все гладко, да? Когда у нас выпадает аркан гора, это всегда препятствие. Ну, чего касается это препятствие, давайте узнаем. Может быть, это препятствие, когда, ну, как по скорости, мы не можем быстро перескочить, перепрыгнуть или объехать эту гору. Но эта карта будет еще и говорить о том, что если мы словно упираемся в какую-то стену, в жизни ведь нашей часто так бывает, мы настаиваем на своем, или мы думаем, что для нас это совершенно необходимо, к примеру, да, а потом жизнь расставляет все по местам и нам говорит, вот если тебе судьба закрывает какой-то путь, то ты подумай, может быть, тебе туда и не надо. С чем это связано? Ну и давайте, с кем это связано, правда? Кто участвует в этом? В этом участвует выбор. Вас как будто судьба отводит от карты искаженного восприятия. Здесь могут быть страхи. Карта внутренних страхов, сомнений. Именно выбор нужно делать, а есть что-то, что нас останавливает. Будьте к этому готовы. У кого-то из вас вам придется принимать важные решения по части денег. Может быть, какая-то история именно денежная, которая от вас или связана с какими-то документами. С решением вопроса я, кстати, не исключаю гора. У кого-то, знаете, как кредиты вот держат вас, вот такое может проиграться. Ну, всегда гора, это, понимаете, такой момент, когда, ну, гора все-таки это не от нашего желания зависит. Ну, ушли, пришли, да, видим гору. Может быть, некоторые сложные темы, которые именно связаны с финансами, от вас потребуется именно в августе пересмотреть свою стратегию, тактику по части, откуда к вам приходят деньги. Может быть, элемент какой-то экономии или когда вам нужно закрыть какую-то финансовую брешь. Ну, это не для всех, понятно, мы все разные. А может быть, мои дорогие, и продумать что-то наперед. Тут вот именно больше с вами самими, с вашим отношением к финансам. Ведь очень добрая карта, девятка пентаклей. Нам как будто говорит, и даже если, мои дорогие стрельцы, у вас сейчас по финансам, ну, полный порядок, ну, тогда подсказка присутствует. Значит, вам нужно продумать что-то на последующий период. Может быть, это вы столкнетесь. Это тоже, ну, как какое-то событие, которое вас может ожидать, когда меняются, мы, кстати, этого ожидаем. Именно как система взаиморасчетов, да, мы говорим о цифровизации, ну, в нашей реальной жизни. Мы можем столкнуться, что как финансовые институты меняются. Может быть, вы это будете где-то предчувствовать. Может быть, конкретный какой-то нерешенный вопрос, тут у каждого по-разному, как незакрытый какой-то денежный гештальт. А ведь и правда. Мне так и хочется сказать, что, знаете, либо вы в чем-то прежде именно по финансам допустили оплошность, либо из добрых побуждений, кстати, вы сделали кому-то что-то хорошо, а себя вогнали в какой-то минус. Или вы могли подписать какую-то бумагу, а теперь бумага вас держит как в заперти. Может быть, какой-то документ, куда мы подпись поставили, опять же, из благородства. Почему нет? Или помогали кому-то, да, а сами оказались в каких-то стесненных обстоятельствах. Вот будьте внимательны, мои дорогие. Недвусмысленно нам карта дает подсказку, что стрелец как будто. У тебя могло бы быть больше денег. У тебя бы могло не быть в принципе каких-то финансовых проблем, но ты допустил какой-то просчет. Ты тут что-то недоучел, когда, или кому-то ты доверился, или опять же благородное побуждение. И вот смотрите, у нас сейчас Хирон, а это мы говорим какая-то прежняя ситуация. А Хирон у нас зашел в знак Тельца, но это ненадолго. Он осенью обратно вернется в знак Овна и пробудет до марта 2027. Почему я вспомнила о Хироне? Потому что Телец вот как раз, да, если на время пришел в этот знак Хирон, а Хирон это какая-то прежняя история, это символ израненного целителя, это какая-то не новая ситуация, которая нас то и дело отбрасывает назад. И именно элемент благородства, когда мы что-то делаем из лучших побуждений. А Хирон это великий и могучий кентавр, опять же мы вспоминаем ваш знак зодиака Стрелец.
И здесь есть какая-то история, вот опять же, связанная с финансами, когда мы даже из самых лучших побуждений кому-то помогали, а Херон говорит, совсем не обязательно, что то, что ты делаешь из благородства, будет в таких же энергиях продолжено кем-то другим. Или в отношении тебя кто-то будет откликаться тоже из благородных побуждений. Мы проходим какой-то очень сложный, печальный опыт, когда мы делаем выводы, мои дорогие. Вот вам по части финансов нужно какие-то выводы сделать. И есть по 7 мечей. Мы говорим карта обмана, карта вора. Тут со стороны каких-то людей была хитрость в отношении вас, а вы этого не видели. И у вас наступает время именно переоценку ценностей сделать, потому что вам предстоит как забрать свое. Упорядочить именно какую-то свою финансовую историю. По крайней мере, это вижу я так. Может быть, это не для всех, да? Все же, опять же, мы все разные. Что хотят вам передать высшие силы? Ну, тут правда, тут будет какая-то новость, которая вас заставит. Кстати, опять же, тут карту Паш Пентаклей, да, рассматривает, поэтому у кого-то могут быть связаны с дорогами, получением каких-то документов, да, и все-таки Паш Пентаклей какая-то будет увязана с вашим решением или то, что вы хотите осуществить, мои дорогие стрельцы. И именно денежная история тут, как денежная история, не дает осуществить какой-то план. И карта предупреждает, что у тебя будет его величество случай, потому что здесь какая-то оказия будет, когда тебе придется, стрелец, действовать как-то по-другому. Ты так не поступал, другой метод. Тебе тут придется что-то переиграть. Но по этой карте нам судьба дарит случай, и причем тут карта умеренности, да, кто-то скажет, тут наоборот ничего не меняется. Больше, ну я уже исторические факты, да, а то наше видео и так будет бесконечным. Но это проходит такое его величество, опять же, случай, это старший аркан, когда мы понимаем, что мы оказываемся в какой-то патовой даже ситуации, но действуя совершенно как-то по-другому, а приходим мы к тому, что нам нужно действовать именно логикой, здравым смыслом, где-то, может быть, и интуицией, но это какой-то твердый математический расчет. Здесь нет иллюзий ни разу. И мы понимаем, что я именно сейчас, мне судьба дарит какую-то возможность или сейчас, или никогда. О как! Что это значит для вас? Все то, что я сказала. Королева мечей, безусловно, рационализм. Надеемся сами на себя. И все-таки про образ Юдифи нам говорит карта. Отрезала так отрезала. Есть какой-то очень важный шаг, на который вы можете решиться, мои дорогие. Что это значит для вас? А вот это как раз и означает деньги. Одна из лучших карт колодина – деньги. А у вас 9. Ну, это которая еще более лучше. Или это как новая какая-то, знаете, новое направление. Может быть, или это то, что мы могли бы иметь, но у нас это прежде не получилось. И вот как раз тот шанс вам дает, как это, знаете, взять какой-то реванш. И этот реванш будет связан с вашим важным, однозначным, мои дорогие, решением. Причем это может быть то решение, когда вы кому-то скажете «нет», мои дорогие любимые стрельцы, вы себе говорите «да». У кого-то из вас это может быть прорыв в карьере, потому что по этой карте, значит, тоже будут какие-то такие события. К примеру, аркан башни, да, вот у вас выпадал, и при этом аркан из колоды Ленорман именно парк. Тут могут для кого-то из вас сложиться такие условия, когда к вам обращается, к примеру, конкретный человек «помоги мне». Может быть, это как коллега, сотрудник по работе. Или вы сами, опять же, благородные побуждения, да, мы говорим. Вы кому-то будете сочувствовать. Может быть, кто-то расскажет историю, причем так душевно, или то, что вы как через сердце, через душу пропустите. И у вас вот именно это искреннее желание кому-то помочь в вас возникает. А кто-то, я такое допускаю, все-таки у нас здесь будет внимательный стрелец, кто-то будет сознательно пытаться вас разжалобить. Вот, кстати, будьте опять же внимательны. Вот посмотрите, на деньги никаких эмоций от начала до конца, потому что на кону
что-то очень важное. И если для кого-то минус, вы как не возьмите на себя чужую карму, мои дорогие стрельцы. Время разобраться с собственными направлениями, которые касаются финансов. Вот что вам хотят сказать высшие силы. Иначе ты себя, как будто стрелец, отбросишь назад. В чем поворот судьбы? В чем для вас вот именно эта внезапность, неожиданность? Так, 4 пентаклей. С одной стороны, это якорь, с другой стороны, ну, это некое болото, когда ничего не менялось. И вот смотрите, здесь у вас тройка жезлов, это всегда карта будущего, когда вам придется что-то передумать. И правда, тут вопрос касается денег, королевы пентаклей. Может быть, какая-то история. Правда, ведь будет связана с какой-то вашей помощью. Королева пентаклей. Ну, давайте, у кого-то может, как подсказка, может быть, это люди, которые рождены под знаком зодиака стихии Земли. Телец, Дева, Козерог. Или имеет там асцендент. И вам нужно передумать эту ситуацию. Может быть, эта карта, не будем привязываться к астрологии, будет говорить о человеке, который тоже продуманный где-то. И явно, ну, есть такой момент. Если вы сталкиваетесь, да, с этим человеком, ну, здесь есть все-таки то, что от вас потребует больше рационального расчета. Почему, опять же, рационального? Потому что этот расчет, он есть у кого-то другого. Тут как люди в разных энергиях. Люди, которые, может быть, строят взаимоотношения, не совсем договаривая что-то очень важное друг другу. Вот с учетом, хорошая ведь очень карта, да, она может показывать просто наших родственников. Иногда эта карта говорит о близких, а может быть о семье даже, да. Но так и там могут быть тоже какие-то недоговоренности. Вот именно какой-то такой момент, который вы просто не видите. Вот здесь, посмотрите, последний аркан, если мы говорим, в чем, да, поворотный момент, что-то довести до ума. По аркану мир сбиваются наши мечты. По аркану мир это, может быть, вам придется с кем-то договориться и как мирное соглашение с кем-то в конечном итоге заключить, да, но при этом не утратить собственные интересы. Или вам придется совершить такой маневр, когда, ну, и ваши, опять же, интересы учитываются, и, может быть, чья-то заинтересованность, прийти к какому-то консенсусу, перемирию. По этому аркану мы, знаете, как себе открываем дорогу в мир. Может быть, и сложится какая-то непростая ситуация, вот это такое, уже с учетом всех карт, я могу тоже предположить его величество случай, когда вы не можете поступить определенным образом, потому что на вас оказывают влияние события, которые происходят вокруг вас, может быть и обстоятельства, внимание, непреодолимой силы, и от вас потребуется что-то переиграть. И хитрее где-то быть придется. Хитрее это не значит какой-то коварный план. Это значит, никто не знает, где закончилась мудрость и началась хитрость. Здесь что-то вибрирует, мои дорогие. Причем вибрирующие вот эти энергии, такие неоднозначные, это история, которая связана с финансами и, возможно, с конкретным человеком, которая не лежит в плоскости, как, знаете, на ладони. Здесь какой-то очень узкий фарватер. Здесь, знаете, как какая-то очень для вас нужная, может быть, история, которая будет связана именно с вашими финансами. Но вам действия придется осуществлять такие, которые могут вами восприниматься, словно я иду по узкому коридору, где не пройдешь вот напрямую. Туда нужно протиснуться бочком, так хочется сказать. Тут что-то запутанное, мои дорогие. Давайте достанем карту совет. Что нам посоветуют карты? Вот как-то же нужно что-то предпринять. А по этой карте нам говорят, ты слишком застрял. Ты накопил уже силы, но это всегда карта, которая нам говорит, пора. Ты в каком-то деле, вопросе уже что-то, ну как сделал все, что мог. Вам высшие силы помогают. Именно, опять же, решить какой-то
финансовую историю. Но по этой карте, как я уже говорила, от нас потребуются другие решения, другие действия, и совершенно по-другому мы должны оценить какое-то препятствие. Тут, понимаете, вот именно не, как знаете, не забрать чужую карму или не включиться в тот вопрос, когда вам туда не надо. Вот такой очень знаковый, я бы сказала, или знак судьбы, да, то это какой-то очень, как мощная подсказка или судьбоносная какая-то подсказка, которую вам хотят передать высшие силы. Вы можете как будто согласиться, опять же, из добрых побуждений и благородства, может быть, на какую-то такую, или вы можете заниматься даже каким-то делом, теряя время, понимаете, помогая кому-то, и ведь это прекрасно все, да, но вот как будто это не откликнется вам теми же самыми энергиями. Может быть, вы в последующем о чем-то можете даже пожалеть, или, занимаясь чужими вопросами, вы для себя упускаете какой-то очень подходящий момент. Сложная вот именно третий знак судьбы, именно третья карта, все-таки она нам однозначно говорит, и вот все то, что мы с вами раскрыли, нам и говорят, у тебя на кону именно твой финансовый успех, тебе сейчас высшие силы помогают, но это будет совершенно, от тебя потребуется, как и мужество где-то, да, сделать этот первый шаг, но это и мужество, принять это основное какое-то решение, что вот я теперь действую совершенно по-другому. И это не всегда просто сделать. Высшие силы на вашей стороне. И все то, что я говорила долгое время, ну, даже по части планетарных транзитов, видимо, для вас есть какой-то кульминационный момент, который вам нужно постоянно в фокусе внимания держать не только в августе, я бы сказала, а на последующие полгода. Вы добрые люди. Вы, правда, благородные люди. Ну, в большинстве своем, насколько, по крайней мере, меня судьба сталкивала со стрельцами. Мне приходилось работать с большим количеством людей, с большим количеством каких-то контактов, общаться. И это на самом деле так. Ну, у каждого знака зодиака есть какая-то ахиллесова пята. Вот, видимо, вас карты хотят несколько сконцентрировать именно вот на этой данности. Перекладывайте на себя, мои дорогие. Я благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео, за то, что вы мне пишете искренние комментарии. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на мой телеграм-канал, читайте статьи на моем сайте, как и астрологические гороскопы, так и статьи по психологии. Все ссылки в описании под видео. А я вас люблю. И вы. Будьте счастливы, будьте любимы всегда.